Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходили, что ждать на вечерней сессии и какие вообще дальнейшие перспективы фондовых рынков. Так, друзья, давайте начнем, наверное, с календарика. У нас сегодня более или менее ровная статистика выходила. И по Германии, и по Евросоюзу. В Канаде вообще дикий взлет, потому что Канада, она очень сильно зависит от нефти. По Соединенным Штатам индекс ожиданий потребителей и настроения потребителей вышли позитивные, выше, чем ожидания. Это, конечно, не самые ключевые факторы, но тем не менее это еще один плюс в копилочку. Но сегодня пятница, а в пятницу обычно преобладает настроение зафиксировать прибыль и достать денежку и положить ее в кармашек. Давайте посмотрим, что американская пресса пишет. В Нью-Йорке идет скандал, связанный с мэром Кума, его там обвиняют в злоупотреблении, в харассменте. Это по нынешним временам достаточно серьезное обвинение, и, наверное, его политической карьере придет конец. Возможно, даже его будут как-то преследовать за это. Но это на рынке, я думаю, по крайней мере, видимо, никак не повлияет. Вот гораздо больше беспокоит ситуация, которая складывается с вакцинами. По вакцине AstraZeneca поступает информация о том, что она вызывает образование тромбов, и таким образом ее сейчас ряд стран пытаются дезуавировать для использования. Но здесь мы с вами наблюдаем, что периодически с вакцинами и с тем же Pfizer, и с Moderna, там периодически бывают какие-то проблемы, претензии, возникают различные последствия непредсказуемые, побочные, sudden death где-то возникает. Но смотрите, здесь есть два момента. Первый момент заключается в том, что по каждому случаю, тем более по выборке случаев, которые происходят, нужно производить детальное исследование, из-за чего это произошло. Вполне может оказаться так, что человек он уже был в таком состоянии, что любое воздействие, даже отсутствие такового, оно приводит к негативным последствиям и смерти. Случаи бывают разные, и для того, чтобы делать какие-то однозначные выводы, здесь, с моей точки зрения, надо все это детально исследовать и после этого какие-то вбросы проводить и что-то обсуждать в негативном ключе. Тут есть две силы, которые противоборствуют. Первая сила связана с тем, что нужно, с одной стороны, как можно быстрее, как можно больше людей привить, для того, чтобы преодолеть эпидемию. И другая сторона, она связана с негативными эффектами, с побочкой, даже со смертями. Почему так происходит? Любое вмешательство, то, что нарушает равновесие в организме, гомеостаз, оно может провоцировать какие-то неблагоприятные последствия. И помимо этого, здесь надо четко понимать, что все эти вакцины, они, во-первых, готовились по инновационным технологиям, во-вторых, они готовились в супер-пупер экспресс режиме. То есть здесь волей или неволей какие-то побочные явления, они неизбежно будут. Они у любого препарата возникают. Вот. И то, что с AstraZeneca сейчас происходит, где-то, кстати, Pfizer отказали, со спутником тоже постоянно идут бадания в западных странах. Здесь, я так понимаю, это уже по большей части идут какие-то политические моменты и противодействия. Потому что, для того, чтобы сказать, что вот там, допустим, AstraZeneca, она плохая и опасная, нужно взять, посмотреть все данные по испытаниям в абсолютном значении, в относительном значении и сравнить ее с Pfizer, с Moderna и с другими вакцинами. И на основании этого уже какие-то такие выводы делать, там, снимать ее, не снимать. Так, и вот по России такая информация возникает о том, что на российскую вакцину «Спутник» готовит информационную атаку. Я даже не знаю, что здесь можно сказать, потому что на все вакцины периодически происходят информационные атаки. Вообще, современное общество, оно с учетом развития и глобализации, оно неизбежно несет какие-то информационные потоки. И там какую-то стену здесь воздвигнуть, я считаю, что здесь это проблематично и даже невозможно. То есть это следствие текущего развития общества. И раньше такие вещи делать. Сейчас единственный
способ – это прозрачность и предоставление достоверной информации. В этой ситуации никакие информационные атаки, они будут оборачиваться против тех, кто их затевает. Но это опять же, если мы в рамках, скажем так, абсолютного взаимодействия и обмена, идеального обмена информацией. То есть, ну, понятное дело, что всегда есть заинтересованные стороны, которые будут в ту или иную степь давать окраску каждому событию. Но вообще, как бы, с моей точки зрения, уже заранее заявлять, что кто-то там что-то испортит, это неправильно, потому что, ну, такие вещи, они делаются, когда уже хотят сразу виноватого назначить. Вот. Ну, посмотрим, как события будут развиваться, даже интересно. Так, ну вот пока идут разбирательства по AstraZeneca, пока по спутнику ждут там якобы информационную атаку. ВОЗ разрешила применять третью вакцину от ковид. Это Johnson & Johnson. Насколько я помню ситуацию с этой вакциной, она была приготовлена по старой технологии, то есть без векторного модифицирования. И по ней были определенные вопросы в части ее эффективности, ну и побочки, я так подозреваю, она несла не меньше, чем остальные вакцины. Вот. Но не совсем ясно, зачем как бы на такой шаг идти. Мне кажется, здесь просто надо нарастить производственные мощности по тем вакцинам, которые достоверно показывают свою эффективность. Так, друзья, ну что касается ковида, новых случаев, давайте посмотрим, что там у Bloomberg публикуется. Вот общий мировой график, он, конечно, настораживает. Пришла весна, действительно, всякие микробы, вирусы повылезали. Ну, во всяком случае, в северном полушарии. А северное полушарие, оно все-таки ключевое. И здесь, видите, уже вышла наплата и готовится к рывку. Я думаю, здесь, возможно, вот этот сценарий роста, он не получится, я надеюсь. Потому что уже достаточное количество людей переболели, какой-то коллективный иммунитет появился, и плюс очень активно идет вакцинирование. Поэтому все-таки, ну, я думаю, может быть, какой-то всплеск сейчас и получится из-за весны, не очень большой. Но более вероятно, здесь будет плата, и потом все это пойдет на спад. По поводу заявления там относительно опасных штаммов, которые южноафриканские, британские, конечно, как бы все живое, оно видоизменяется и мутируется, но вот эти коронавирусы, они, по-моему, по скорости и силе мутации не такие опасные, как, допустим, те же ретровирусы. Поэтому здесь вполне как бы есть надежда, что разработанные вакцины, они с высокой степенью эффективности, по крайней мере на протяжении 1-2 лет, будут решать успешно эту проблему. Так, ну и вот что касается процесса вакцинирования, здесь все очень бодро идет. Более 8 миллионов прививок в день совершается. 326 миллионов привитых, в Америке 95 и более 2 миллионов прививок в Соединенных Штатах. Но такая ситуация, если сохранится динамика и тем более если до десятки здесь доведут в день, это вообще было бы отлично и способствовало бы решению проблемы. Так, друзья, давайте сейчас посмотрим по вопросам, которые возникли. Ну, вот по ТМК был вопрос относительно того, сколько оно еще будет расти, 30%. Но смотрите, там они дивиденды предварительно, по-моему, утвердили 9 рублей. То есть, по логике вещей, они где-то до 90, до 95 рублей, наверное, эта акция, она может дойти, может быть, до 100 рублей. Но, опять же, это достаточно рисковая история. И с моей точки зрения, если вы не занимаетесь специализированной этой компанией или этим сектором, в такие игры играть достаточно рискованно. Даже не рискованно, а адвантажно. То есть это когда риск, он превышает расчет. Так, друзья, вот еще засыпали вопросами по поводу энергетических нефтяных, нефтегазовых компаний. Там просили и по Шеврону сделать обзор, и по Baker Hughes, и по другим компаниям. Но смотрите, на мой взгляд, вот наиболее интересная компания для каких-то вложений, она все-таки не сервисная, это именно нефтяная компания, но она сервисные подразделения у нее тоже есть. Это Royal Deutsche Shell. Если рассматривать недельный график у этой компании, недельный таймфрейм, то здесь получается у нас есть достаточно хорошая и надежная цель движения в район 58, и вторая цель движения находится в районе 80. Критерий того, что вот это движение дальнейшее вверх не разовьется, это коррекционный откат
и пробитие 34. Вот если такое совершается, то дальнейший рост будет, с моей точки зрения, маловероятен. Так, друзья, далее Baltic Dry, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь небольшое снижение, но на самом деле ему бы вот спуститься сюда, вот в этот диапазон 1500-1800. Потому что если вот это движение вверх продолжится, здесь будет пробой, это вызовет разгон инфляции и издержек, так называемый. Так, вот американские десятилетние трежеры сегодня опять, к сожалению, показывают рост доходности. Ну и на рынках из-за этого мы имеем некоторую заминку. Но здесь, мне кажется, пока говорить преждевременно о том, что произошел разворот и будем падать, потому что, ну, конец недели пятница, здесь прибыли отфиксируют, а вот как понедельник, вторник начнутся торги, тогда можно будет какие-то предварительные выводы делать. Но с моей точки зрения, до середины апреля текущего года мы не должны никакие страшные события происходить. Посмотрим, насколько я это просчитал, правильно или нет. Так, это S&P, дневной таймфрейм. Но здесь возникает разворотная формация. Сегодня переписывать хай в очередной раз не пошли. Доходность десятилеток американских начала расти. Но опять же, здесь никакие критичные уровни не пробиты на текущий момент. И поэтому, я так полагаю, закрытие будет в районе 3920-3910. На текущий момент никаких страшных событий я здесь не наблюдаю, не прогнозирую. Так, далее индекс доллара. Ну, смотрите, индекс доллара падать дальше не захотел. Он, к сожалению, выбрался выше 91,5 и, судя по всему, будет закрываться над сильным уровнем. Ну и такое закрытие, оно весьма вероятно приведет уже на следующей неделе к дальнейшему росту. Опять же, у него осталась цель движения не отработанная в районе 90,7-90,8. Может быть либо короткое движение, либо там 1-2 дня он сходит, и потом после этого он начнет расти, пробьет назад 91,5 и здесь закрепится и пойдет наверх. Так, VIX, дневной таймфрейм, но он проседает, но смотрите, он выходит на вот это донышко локальное, и здесь он будет, скорее всего, набирать позицию, и после этого через, наверное, я так думаю, где-то числу к 25 марта пойдет рост. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм, но здесь на текущий момент ничего такого страшного не происходит. Мы находимся в боковике, нижняя граница 67,5, верхняя 71,4. Вот. Ну, наверное, я так предполагаю, сегодня закрытие где-то будет в районе 69, может быть 68,8, вот здесь вот. Это дневной таймфрейм. Так, ну и по часовику у нас сейчас должно было движение состояться куда-то вот сюда, в район 69,8. И после этого мы наиболее вероятно должны откатиться и сходить в район 69,2, 69,3, вот сюда вот. Но я думаю, сейчас уже вот этого движения до верхней границы его не будет. Скорее всего, мы вот уже как бы сейчас к вечеру сходим на 69,3, 69,25, вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и здесь, исходя из часовика, если у нас возникает пробой 69,1, 69, то отсюда идет движение, первая цель которого будет 68. Вот. Но если возникает совсем сильное движение, то есть вот сюда, в этот диапазон 66,7, 66,25, то тогда, видимо, на следующей неделе мы по нефти будем сыпаться. Но опять же, вот динамика сделок, которые здесь происходит, они указывают на то, что вполне как бы она устойчива в этой консолидации сегодня, ну и возможно в понедельник будет находиться. Никаких предпосылок для обвала здесь на текущий момент не прослеживается. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту сегодня 1705-1704 пробили, но пробой этот оказался ложным. Хотя вот здесь вот где-то в районе 2 часов была высока вероятность того, что движение дальше пойдет значительно ниже, в район 1669. Вот. Но здесь резко ситуация изменилась, вот, и после этого отсюда произошел разворот и коррекционный отскок. Исходя из динамики сделок, которая была на этом участке, вот первую цель мы сделали, и теперь, если не будет
коррекционного отката с пробитием 1706-1705, то отсюда должно произойти движение, цель этого движения 1731-1732, вот сюда, вот в этот диапазончик. Вот если все-таки сейчас откатываемся и пробиваем, да даже не 1706, а здесь повыше будет 1708, 1710, вот этот диапазон, то высока вероятность того, что оно уйдет консолидироваться в диапазон 1704-1695. Вот сюда, вот в этот диапазон. Но что здесь позитивно? Позитивно здесь то, что ему падать не дали. Его здесь начали активно собирать. То есть это говорит о том, что если будет возврат к этим значениям, скорее всего их будут использовать просто для донабора и дальнейшего увода актива наверх. Ну и переходя на 15-минутку, смотрите, здесь следующая ситуация. Если мы сейчас в течение часа-двух пробиваем 1714, то отсюда развивается тестирование 1710-1708. Если такого пробития не будет, то оно здесь закрепляется и закрытие будет в диапазоне 1719-1715. Вот здесь, где оно и находится. Я думаю, вероятность роста движение на 1724, она, конечно, есть, но она не очень большая. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Смотрите, здесь с моей точки зрения ситуация, она указывает на то, что движение продолжится на 1,1984. Но текущее положение дел по индексу доллара, оно не очень этому соответствует. Вот, поэтому я думаю, ситуация будет следующим образом развиваться. Если сейчас не будет отката с пробитием 1,19, то, наверное, все-таки здесь больше правды в движении евро-доллара в 4-часовике. И мы пойдем тестировать 1,1992. Если будет откат и пробитие вот этого значения, то мы отсюда сначала слетим на 1,1848 и потом, наверное, пойдем тестировать 1,1790. Вот сейчас, исходя из 4-часовика, все здесь указывает на рост и на движение на 1,1988. Но если на часовик переходить, то здесь все в пользу тестирования 1,1990, 1988, вот этого диапазончика, который здесь находится. Опять же, вот здесь, в этом диапазоне 19.10, 19 находится бронеплита, которая, если пробивается, она сыпанется. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну вот, в общем-то, мы сегодня потестили вот эту нижнюю границу. И, соответственно, у нас должен был состояться пробой вот этой желтенькой линии, которая 73.15. Пробой не состоялся, и поэтому, поскольку он не состоялся, здесь должно быть возвратное движение вот сюда, вот в район 73.65. Так, ну и переходя на часовик, у нас 73.25 здесь выступает сильным уровнем. Он, соответственно, не пробит сегодня, его немножко прокололи и отскочили. И сейчас формируется донабор позиций. Вероятно, сегодня закрытие будет в районе 73.45-73.5. Вот. Если, конечно, здесь произойдет пробитие 73.2, в этой ситуации мы пойдем тестировать 73.15, 73.1. Вот. Но я думаю, вероятность такого движения сегодня не очень большая. Скорее всего, мы либо здесь, вот в этом диапазончике закроемся 73.3, 73.35, либо более вероятно будет движение на 73.45 вот сюда вот. Возможно, даже повыше 73.5. Так, ну вот в телеграм-канале я по поводу рубль-доллар писал свое видение. Там в комментариях меня поправил подписчик. Действительно 73.25. То есть у меня здесь просто описка получилась. Ну, слово такое странное, описка, да, извините. 73.25. Потому что 73.25 здесь сильный уровень для того, чтобы было движение на 74.25. Здесь должен какой-то трешак произойти. Так, друзья, ну, в общем-то, все, ключевые новости. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Всего доброго.